7:05, и я уже мчу. Все выходные, целый год я буду учиться. Я, не могу выразить все свои чувства, эмоции и свои мысли на польском. У нас будут вкусные круассаны, как в кофейнях разных. Заказала я вот такой крем сировый. Он мне очень нравится, он такой жирненький. Такой закуп. Какой-то, получается, греческо-итальянский и Гиннес ирландский. Шесть! Чё там, как у вас там дела? У меня... нормально, неплохо. Просто сегодня воскресенье. И я чувствую ваш вопрос. Чё это так рано? Еще и воскресенье. А у нас, на секундочку, еще такая 6:05. Ой, 7:05. И я уже мчу на учебу. Ребята, вам нужно запомнить обо мне то, что все выходные, целый год я буду учиться. К сожалению. К моему огромному сожалению. Но ничего страшного. Я же, знаете, взяла в привычку просто жаловаться на то, что я выходные провожу на учебе. Иду так смело снимаю, потому что в воскресенье иду только я и мои одногруппники. В такую рань, мне кажется, больше никого нету. Потому что реально... и вон люди, вижу, с собачками ходят, выгуливают их. Машины не ездят. Люди не гуляют. Только с собачками. Вот им же, срочная необходимость выходить утром погулять. Все остальные спят. Алехандро, кстати, тоже спит. Ой, как у нас дела? Все у нас хорошо. Есть пару новостей. Но об этом нужно рассказать с Сашкой. Потому что я не могу такое оглашать сама. И что еще? Все. И все. Я иду в своих новых кроссах. В Пуме, как вы уже знаете. Хожу в них, они очень удобные. Вообще классные. И выглядят прикольно. И очень мягкие, вообще не пожалела. Я абсолютно не пожалела, что взяла Пуму. Потому что у меня есть проблема. Я не знаю, это только у меня или вообще у всех. Просто у меня... Мне сложно с новой обувью. У меня постоянно мозоль натирает в каком-нибудь любом месте. То на пятках, то на пальце, то еще, на подошве, то еще что. Это просто сплошное мучение. Поэтому мне всегда новую обувь лучше разносить. И только со временем я понимаю, удобно, неудобно, смогу ли я носить дальше. Потому что у меня может быть такое, что даже в старую обувь начинать натирать. Поэтому я любитель... если у меня уже нога притерлась, не менять обувь. Носить это последнего. Вот. Машина едет. Ничего себе, кто-то еще проснулся. И вот, кстати, с Пумой у меня тоже есть проблемы. Они мне немножко пятку натирают, но это для меня привычно. Это с каждой обувью у меня так. И я знаю, что это пройдет, но это нормально. Но и пока ничего нового в плане мозолей каких-то, пока я не нахожу. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Правда, я их немножко уже вымазала. Но это очевидно, потому что они белые. Понимаете? Все, ребятульки, отключаемся. Возможно, вам покажу дорогу на учебу, как я это все проделываю. А вообще, что и стоило ждать? Остановка, и я абсолютно одна. Честно говоря, для меня это уже привычная ситуация. Одиноко, когда приходишь, и только ты в воскресенье идешь куда-то. Хватит жаловаться, да? Ребята, почти видеодневник. Видеодневник, вот хочу и жалуюсь. У меня вот конкретно сейчас такая мысль. Думаю, немножко это несправедливо. А может, и справедливо. Работать мне нравится намного больше. Есть у меня еще одна проблема, которая меня раздражает. Это то, что у меня еще плохо
плохой разговорный польский. Блин, пока я это жду, сейчас все свои проблемы выложу. Ну ничего, послушайте, пожалуйста. И раз я уже начала. И вообще, это видеодневник. Слушайте, пожалуйста. Короче, я слушаю подкаст польский. Блин, мужчины идут. Прошли. Все так хорошо начиналось. Короче, вон они. Видите, мужчины? Надеюсь, они не будут обращать на меня внимание. Значит, с польским. У меня, я понимаю, на слух я достаточно неплохо понимаю польский. Но вот у меня проблема, почему, если я понимаю, что они говорят, почему я не могу воспроизвести так же легко, как вот они, как вот и поляки говорят, да? Ну почему, если я понимаю каждое слово, смысл каждого слова, почему я не могу все так же легко воспроизводить? Меня это раздражает дико, знаете. Еще меня раздражает, что у меня очень такой узкий словарный запас на польском. И я, как бы не могу выразить все свои чувства, эмоции и свои мысли. И это вот так получается вот так вот узко всегда. Меня, конечно, это очень беспокоит, что, к сожалению, пока уровень польского у меня хромает. А если я волнуюсь и переживаю, то я вообще могу ничего не сказать. Очень сложно. Хотя польский сейчас в моей жизни вообще всегда, каждый день, везде. И мне это нравится. Я уже его не боюсь. Кстати, мне нравится слушать подкаст Real Polish. Я его обожаю. У него классный подкаст. И вообще для новичков классно. У него классная... есть такая методика. Он обучает всех. И он говорит, что грамматика должна быть во вторую очередь, а в первую очередь все должно быть на слуху у человека. То есть он должен в первую очередь слушать. Это его такая методика. И, честно говоря, она мне очень подходит. И очень прикольно. Он там в своем подкасте приглашает людей, которые по его видео, по его подкастам учат польский. И это вообще люди с разных стран. Это очень классно, вдохновляет. Блин, я вот реально, кто учит польский, я прямо им советую, потому что он очень-очень хорошо говорит, медленно и очень простыми словами. Короче, я слушаю каждый день и надеюсь, мне это поможет. Вот такие дела. Если вы тоже учите польский, то вот мой вам маленький советик. Все, на 3 минуты наговорила. Ребятки, встретимся с вами дальше. Я уже, кстати, приехала, иду на учебу. А по поводу польского, мне кажется, я немножко неправильно объяснила, почему я так страдаю. Потому что в моей жизни появляется много поляков, и мне хочется поддерживать с ними, разговоры такой обычный человеческий, как на русском. Очень хочется, но не получается. Меня это так останавливает. И, сложно объяснить то, что ты думаешь, что ты хочешь. Короче говоря, ребята, вот в чем моя проблема. Она меня раздражает, но я надеюсь, что со временем что-то изменится, потому что, все будет лучше и лучше, потому что меня успокаивает только то, что я чисто на польском, уже разговариваю, сколько, 1,5 месяца, 1,5 месяца, ребят, может, чуть больше месяца. А все остальное время я только с учителем говорила, 2 раза в неделю, то есть 2 часа в неделю, этого катастрофически мало. А сейчас я, конечно, каждый день разговариваю, но хочется больше, потому что есть уже люди, с которыми мы не дружим, но я их вижу каждый день, и хочется помимо того, что спросить, как у них дела, поддержать разговор дальше. Короче, вот так. Следите за мной. Следите за мной дальше, может что-то да и изменится. Все, я иду на учебу дальше. И вот видите, никого нету, как всегда. Ну и вот мое здание моей школы. Вот тут я учусь, ребятки, дошла. Фух, ребятки, вот я и дома. Для вас и там пару минут прошло, а для меня, между прочим, уже 12 час. То есть, сами посчитайте, с 8 до 12. Нас еще раньше отпустили, на самом деле. То я пока доехала, пока дошла, туда-сюда. И сейчас буду кое-что вкусненькое готовить, потому что я еще не кушала. Точнее, я кушала, но это уже было так давно, что надо повторить кушанье.
Итак, ребятушки, у нас имеется круассанчик, помидорка такая, ну, типа, как это сказать, мяско такое, оно вензоное, копчененькое. И крем-чиз. А это значит, что у нас будут вкусные круассаны, как в магазине. И даже вкуснее. Знаете, такие круассаны продаются, там, я не знаю, в кофейнях разных. Или, например, Сашка, скажи, вот в Старбаксе такое мы видели. В как-то Коста или как-то? Коста кофе. Ну, короче, ребят. Причем там уже такое пожухлое может быть. А тут стоит злотый 20 этот круассан. Ну, помидорки 500 грамм, где-то 6-7 злотых. Мясо 10. Ну, один за 250 да, за 250 грамм. А там по 2 кусочка нужно, это даже не злотые. То я не знаю, можно столько круассанов объесться на 250 грамм. Максимум там 3-4 злотых. Да, а продается это куда дороже. Там видео, там мы накручиваем просмотры, ребят. Смотрим свои видео тоже. Ну, вот такие дела. Так что сейчас покажу. Сейчас сделаю, покажу, как это. Быстро. А ну, как вкусно, вы не поймете, ребятки. Только мы можем это понять. Логично? Да. Ну. Все готово. Будем сейчас кушать, пробовать. У-ля-ля. Не хватает только зеленой травички какой-нибудь. Но я готовил с рукколой. Ну, сейчас попробуем с помидорами. Но мы просто не готовились, поэтому не купили рукколу. Но и так, я уверяю, вас будет вкусно. Мы еще такое как-то это делали с рыбкой. О, ребятки, это был улет. Ну, с мяском тоже улет. Наверное, даже лучше. Начинаем? Да. О-ля-ля. Мне опять пришла посылка из Makeup. Решила рассказать, что я заказала. Там крем, который мне очень нравится, он очень жирненький. Я уверена, что многие девочки о нем точно знают. Ну, слышали так уж точно. И хотела сказать, что на Мейкапе всегда бесплатная доставка, что нереально удобно. Есть платная другим курьером, то есть она раньше приходит, но вот с бесплатной доставкой мне пришло через 2 дня. Ну, а платная, может, там через день или на следующий день приходит. Не в курсе. Короче, если кому-то нужно, вот тут в Польше, из косметики что-то, то я, в принципе, рекомендую этот сайт. Я уже не первый раз заказываю, и очень быстро, удобно. Ну, классно, короче. И еще за что мне нравится вот Makeup, это за то, что они, посмотрите, упаковывают. Одна вот такая толстая бумага, вторая, то есть ничего с вашей посылкой не случится. Ну и просто такая вот коробочка. Заказала я вот такой крем CeraVe. Он мне очень нравится, он такой жирненький. Мне вообще сейчас так кожа сохнет. И вообще я люблю жирные крема, даже летом. Все равно они быстро впитываются. Ну, мне комфортно. Вот так. Так у меня. Ну, уже не первый раз я пользуюсь. Правда, в Беларуси пользовалась. А в Польше первый раз. Ну, короче, мне все равно нравится. Буду им пользоваться. Раз 40 уже это слово сказала. Ну, вы, девчонки, поняли. Ребята, у нас здесь такой закуп. Вы не представляете, какой-то получается греческо-итальянский и Гиннес ирландский. Вот такие макарошки. Они мне так понравились. Мало того, что они разноцветные, они еще вот такие какие-то, ну, пружинки, не знаю. Мне очень понравилось, решили взять. Потом взяли каннелони. И каннелони мы взяли вот такие маленькие моцареллки. Не знаю, видели вы такое видео или нет, рецепт, где вот каннелони с 2 сторон затыкают вот этими маленькими моцарелками, а в серединке фарш. Хочу тоже попробовать такое блюдо, чего нет. Саша давно хотел попробовать, как это называется? Ну, это типа паштет. Паштет, вот, паштет. Тут в Польше очень любят паштет. Его вариантов. Везде, тут миллиард вариантов. Его и нарезают, его ну, мы решили проще взять. Ну, не знаю, Саша говорит, давай попробуем. Один раз навсегда узнать, да, вкусно да, или нет. Очевидно, батарея хумуса. Еще мы из такого вот интересного взяли такой сыр, халуми называется. Его можно жарить. Очень вкусно. Наверное, очень вкусно. Не знаю, но я в интернете всегда слышу, что он очень вкусно. Тоже решил попробовать. Гиннес Сашка взял. Да, была акция. Очень классная. По сути, получается, одна банка, как раз вот по сегодняшнему курсу доллара, $1. Очуметь. В Польше. Ну, это очень Гиннес за $1. Я помню, в Беларуси последний раз вот
Ну, что-то... Ну, Короче, недавно, вот, когда мы в Беларуси были, был 23 февраля, и я решила Саше подарить подарок, вот именно, ну, какой-нибудь презент, и вот это именно Гиннес купила. И я, как сейчас помню, я офигела, одна бутылка, баночка стоила 8 или 9 рублей. Я думаю, блин, ну это очень дорого, но это для Сашки ничего не больше жалко. $3. Ну, а тут вон как. Хоть ты опись этим Гиннес. Так, потом мы взяли авокадо. Кстати, авокадо было на скидке. И самое интересное, вот такой какой-то, блин, пирог. Я не знаю, как он называется, но тут получается такое тесто, слоеное тесто и паштет с сыром. И мы решили на ужин взять... шпинат, тоже паштет сказала. Шпинат с сыром, да. И решили попробовать взять. Вот тут написано сыр фета. И сыр фета. Да, шпинат и сыр мизитха. Какая-то мизитра. Не знаю, А что там такое. 2 вида сыра. 2 вида сыра. Ну, короче, интересно будет. Очень. Ну. Открыли, а тут такая колбасня. Вообще. Блин, так интересно. Написано где-то 35 минут на 200 градусов. Тут, получается, есть вот это одноразовое такое, не знаю, блюдо. пательня какая-то. Ну вот. Короче, туда ее. На 200 градусов в духовку. Ребят, ну это какой-то отвал башки. Если так можно сказать. Посмотрите, какой это пирог. Блин, не знаю, такой аппетитный. Мы сейчас как его съедим, как объедимся. Мне кажется, это нереально вкусно. Но выглядит это 10 из 10. Все, приятного аппетита. И если вы кушаете, вам тоже приятного аппетита.